Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Вот уже в который раз Украина вляпывается в очередной так называемый языковый скандал, который, по сути, является ничем иным, как очередным преступлением, квалифицируемым как геноцид русскоязычных граждан Украины. Речь идет о киевском таксисте Uber, высадившем своих пассажиров якобы за то, что они требовали от него обслуживания на украинском языке. Видео с комментарием о происшествии опубликовано 27 октября 2023 года на YouTube-каналах Ирины Фарион и «Говорит Великий Львов». По словам этих горе-комментаторов, таксист высадил пассажиров за требование обслужить их на украинском языке. Но здесь стоит уточнить, что из самого видео совершенно не очевидно, что таксист высаживает пассажиров именно в связи с таким требованием. Но это еще не все. В видео слышно, как горе-украинізаторши спрашивают таксиста: «Чому ви не хочете розмовляти державною мовою?» Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Слышите? Не хочете. Это на каком языке? Это явно не украинский язык. Если вы не в курсе, то это суржик или украинизированный русский язык. И таким образом становится понятным, что агенты Кремля, плохо владеющие украинским языком, наняли киевского таксиста и на исковерканном украинском языке, который в простонародье называют суржиком, начали предъявлять претензии к таксисту, инкриминируя ему то, что он якобы за требование обслужить их на украинском языке высадил их из такси. Но дальше следует полный трэш. Ирина Фарион разговорилась настолько, что призвала отправить киевского таксиста, который якобы высадил пассажирок из машины в связи с их требованием обслужить их на украинском языке, и всех таких, как он, на утилизацию, в штрафбат и использовать его, таксиста, и таких, как он, в качестве бойцов заградотряда для «святых» в кавычках украинских воинов. Далі, для ось таких негайно створити би штрафбатальйон, щоб цей штрафбатальйон відразу відрядити на нульову позицію, аби вони окопи для наших святих солдатів рили, розумієте? Аби вони були ось тим заслоном для наших героїв, тому що такі люди заслуговують тільки на одне – повну і абсолютну утилізацію. Ми до них не можемо мати ані найменшої поваги. Из комментария Ирины Фарион следует, что такой призыв она сделала в связи с тем, что таксист говорил по-русски. Итак, налицо явный, публичный призыв к геноциду русскоговорящих граждан Украины. Статьей 442 «Геноцид» Уголовного кодекса Украины установлено, что геноцид, то есть деяние, умышленно совершенное с целью полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем лишения жизни членов такой группы или причинения им тяжких телесных повреждений, создание для группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение, сокращение деторождения или предотвращение его
в такой группе или путем насильственной передачи детей из одной группы в другую, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы. Второе. Публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов наказываются арестом на срок от 6 месяцев или лишением свободы на срок до 5 лет. Таким образом, Ирине Фарион с ее подельниками из «Говорит Великий Львов» грозит санкция в виде лишения свободы на срок до 5 лет за публичные призывы к геноциду, изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения и распространение таких материалов. Следует сказать, что в связи с инцидентом поднялась волна народного возмущения против травли по языковому признаку и в поддержку таксиста. Мы же, в свою очередь, зададим риторический, или, лучше сказать, нериторический вопрос. До каких пор публичные призывы к геноциду русскоговорящих граждан Украины будут покрываться бездействием органов охраны правопорядка Украины?